Здорово. Мгм. У нас почему-то все надписи пишутся справа налево, они перевернуты. Мгм. Мгм. Итак, прочтем тогда еще раз санскрит, разберем пословный перевод и уже обсудим его. Садришам чештате свасях пракритирджнана ванапи пракритим янте бхутани ниграхахким каришьяти. Садришам сообразно, чештате пытается, свасях своей, пракритех совокупности гун материальной природы, жнанаван тот, кто обладает знанием, апи хотя, пракритим природу, янти проходят, путани живые существа, ниграха сопротивление, им что, каришьяти сделает. Перевод и комментарий о божественной милости Абхай Чаранаравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки джай. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили три гуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Здесь интересно, мы выходим на саму тему карма-йоги как раз. Да? То есть до этого Кришна в 3.30 он сказал, дал определенные условия, 5 условий, да, которые Арджуна, которым должен следовать. И они достаточно такие высокого стандарта были. Но здесь Кришна говорит, что нельзя при этом игнорировать свою собственную природу, что нельзя обрести сразу за один день сознание Кришны, нельзя за один день пройти вот этот путь самосознания, поэтому нельзя игнорировать свою природу. И вся Бхагавад-гита, она построена на том, что давая высшее знание, или в 9 главе, как ее называют, царь всего знания, науку о бхакти-йоге, Кришна, тем не менее, предупреждает о том, как опасно игнорировать свою природу. И казалось бы, после того, как уже все рассказано, вернее, основное знание, там, 9 глава, потом 10, еще он говорит, еще теперь я тебе расскажу, открою знание, которое еще круче даже того, что я тебе открыл, да, то есть царя всего знания. И тем не менее, в 14 главе и потом в 18 главе Кришна опять обращается к гунам материальной природы. То есть, казалось бы, вроде бы, ну что уже говорить о гунах материальной природы, но нет, именно в 14 главе, 7 стих, он говорит о том, что невозможно преодолеть его энергию, материальную энергию, его иллюзорную энергию, стоящую 3 гун материальной природы.
Дальше он говорит о 3 гунах, очень подробно рассказывает некие технологии, как бы, да, даже такие уже открывает методологии распознания людей в разных гунах. Казалось бы, если уже человек получил знания об абсолюте, да, 10 глава, это великолепие абсолюта, то есть все уже, казалось бы, что еще нужно? Но тем не менее. Итак, а здесь Кришна говорит, даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все... И здесь речь идет о свадхарме, не о санатанадхарме. Здесь речь идет о свадхарме, то есть о природе человека, которая наделяет его 3 гуны материальной природы. То есть мы уже немножко говорили о гуна-карме. Вот, по сути дела, гуна-карма – это и есть природа человека, это и есть свадхарма. Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которыми их наделили 3 гуны. Так какой же смысл подавлять свою природу? Здесь еще, по всей видимости, Кришна, он говорит в контексте того, что Арджуна собирался уйти, просто уйти в лес, он хотел, так сказать, уже не хотел сражаться, хотел уйти в лес, но Кришна намекает ему на то, что если ты уйдешь в лес, ты не сможешь игнорировать свою природу, ты хочешь быть нищим, но ты не станешь нищим, ты станешь царем нищих, ты станешь царем попрошаек, ты все равно как бы свою природу кшатрия ты никуда не запихнешь просто за пояс. Итак, комментарий. Пока человек не достиг духовного уровня сознания Кришны, он не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы. Вот такой вердикт. То есть не то, чтобы мы взяли вот так вот и покинули эту матрицу, просто вот по своему желанию, да, выпив таблетку или там. Нет. Шрила Прабхупада говорит, не сможет выйти из-под влияния гун материальной природы до тех пор, пока не обретет сознание Кришны. Господь подтверждает это в 7 главе Бхагавад-гиты, стих 14, простите, я перепутал, не 14, а в 7 главе 14 стих Кришна говорит, «Девихи шагуна маима мамая дуратьяя», то есть невозможно преодолеть дуратьяя, то есть очень сложно, практически невозможно преодолеть мою природу, состоящую из 3 гун материальной природы, мою божественную, он говорит, «Девихи шагуна маи». Деви, божественную природу, состоящую из 3 гун материальной природы. Поэтому даже самые образованные люди этого мира не способны вырваться из когтей Майи. Здесь Кришна говорит не просто об ученых каких-то, да, таких мирских ученых, он говорит о духовных ученых. Он говорит здесь, в частности, о гьяне, он говорит о том, кто постиг, муни, которые уже постигли фактически науку, вед. Вот. Но даже, говорит, даже эти ученые, очень образованные, самые образованные люди этого мира, не способны вырваться из когтей Майи, опираясь на одни лишь теоретические познания и пытаясь отличить душу от тела. Есть много так называемых поборников духовности, которые выдают себя за людей, сведущих в духовной науке, хотя находятся во власти материальных гун. Здесь интересно, Шрила Прабхупада говорит, да, когти материальной энергии, и это же, ну, это как выражение из шастр. Когти, мы знаем, что если, не дай бог, конечно, вот может быть был у кого-то опыт, если котенок или кошка, особенно напуганная, она впивается в тело когтями, то не так просто освободить руку, потому что это ужасная боль, и это практически невозможно. Когти, они так устроены, что они входят, но не выходят. Ну, или выходят только тогда, когда кошка убирает их, да, или там кошка, тигр, там неважно кто. Они у них как бы самовыдвигающиеся такие, знаете. Вот, поэтому если уже впилось, то практически невозможно. Это как крючок у рыбки, он с такой заточкой идет. Они изогнуты немного специальным образом. Она как бы поддевает, подцепляет. И здесь говорится, что даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. То есть настолько долго живое существо соприкасается с 3 гунами материальной природы, что по большому счету, почему человек, почему это называется иллюзия? Потому что он видит эту реальность своими несовершенными чувствами, видит эту грубую реальность, а точнее проявление реальности, и считает ее истинной. И свое положение считает истинным. То есть вот эта обусловленность, гуны, они стягивают и обуславливают. Стягивают и обуславливают. Такая задача майи.
Вот, и эти когти. То есть в какой-то момент человек уже не осознает всю нереальность того, или весь сюрреализм того, что с ним происходит. То есть реальность на самом деле более тонка, но как мы видим, посмотрите, мы видим реальность разными глазами. То есть, вернее, для каждого из нас разная реальность. Поскольку мы находимся все в разных гунах материальной природы, то с позиции того, в какой гуне мы находимся, мы так и видим эту реальность. И реальность открывается нам по-разному. Каждому. Нет людей, которые бы видели эту грубую реальность одинаково. Даже с точки зрения цветовой гаммы. Да, кто-то говорит, это темно-серое, а кто-то говорит, ну это что, это же, ну очевидно, что это темно-зеленое. Да, такое даже бывает, особенно когда темные тона. Но суть даже не в этом. Суть в том, что, видя вот этот проявленный материальный мир, мы считаем, что это и есть реальность. Но на самом деле истинная реальность, она более тонкая. К примеру, если мы смотрим на ноутбук, к примеру, да, мы видим, это ноутбук. Для нас это понятно, и за этим пониманием стоит целый понятийный аппарат, но если какой-нибудь неандерталец посмотрит на этот ноутбук, он ничего не поймет. Более того, если он увидит там человечка, он начнет с ним драться, изображение человека, он начнет с ним драться. Как помните, это Иван Васильевич меняет профессию. Вот. То есть для него было это непонятно вообще. Да? Что там, какая-то коробка заговорила. Поет кто-то там в ящике в этом, непонятно, кто-то поет. Вот. Совершенно другое представление. Если сейчас со всеми научно-техническим прогрессом мы вернулись бы там на 500-600 лет назад, нас могли бы почитать как богов просто, сошедших с небес. В некоторых племенах так вот люди, сошедшие с вертолета, тоже им начинали поклоняться, некоторые африканские племена нецивилизованные. Вот, поэтому такова реальность предстает. Но на самом деле, глядя на ноутбук, мы не видим более тонкой реальности. То есть причина, она всегда более тонкая. Мы видим лишь проявление. Но причина, мы не можем видеть энергии, мы можем видеть проявление энергии. Например, ноутбук – это не энергия, это проявление материальной энергии. Но сама энергия, она скрыта, подобно тому, как электричество в проводах, оно может проявляться либо в охлаждении, либо в нагревании, либо в свете, либо в тепле. Это проявление энергии. Но сама энергия, ее невозможно увидеть, эту энергию. Вот. Таким образом, истинная реальность более тоньше. То есть, но даже проявление мы не можем отследить. Например, если мы видим этот ноутбук, и у нас есть даже представление, что это ноутбук, тем не менее, мы абсолютно не задумываемся, каким образом он был произведен. То есть, что за ним стоит сначала идея создания этого ноутбука, а за идеей стоит личность, сознание. То есть более тонкая причина – это сознание. Например, если мы видим цветок, то мы считаем, что причиной цветка является… Что является причиной цветка? Кто скажет? Наталья. Что является причиной цветка? Сейчас мы посмотрим, как мы видим реальность. Пишите в комментариях, что является причиной цветка. Пожалуйста, быстрее пишите в комментариях. Нет, ну это с материальной точки зрения или с точки зрения… С любой. С точки зрения вашего опыта, что является причиной цветка? Ну, восток там какой-то, корень. Что? Корень? Корень. Так, корень, да, вы сказали? Корень. Корень, ага, корень. Хорошо. А причиной корня что является? Земля. Земля? Да. Ну, я бы даже сказал, что, наверное, не земля, а семя, да? Ну, то есть из семени вырастает что-то, условно говоря. Цветок из какой-нибудь луковицы, в конце концов, да, вырастает. Но можно так сказать, причиной луковицы может быть и земля. Хорошо. А что является… Да, Пуршон Гуранган как раз написал семечко, да, семя, ага. Так, хорошо, здорово. А что является, интересно, причиной семя тогда? Пишите или говорите. Да, какие есть версии? Причиной семени что является? Можно сказать, другое семя, да, и так далее. Другое семя, все. Или там другое там яблоко или что-то такое.
Хорошо, Да. смотрите, и мы попадаем в некое кольцо. Что было раньше, курица или яйцо? И, соответственно, если мы вот так вот зациклевались, то это означает, что мы находимся в иллюзорной реальности. Смотрите, причиной цветка с точки зрения если мы признаем тот факт, что причина всегда тоньше, чем следствие, а это так и есть. Посмотрите, да, вот мы сказали, компьютер– это грубая материя. Но прежде чем возник компьютер, возникла идея в чем-то мозгу, в чем-то сознании возникла идея, а почему бы не сделать вот так вот это все. То есть причина на самом деле более тонкая. Соответственно, если мы с этой точки зрения разберем, в чем причина цветка, мы поймем, что причина цветка является запах. А если посмотреть еще тоньше, да, причина запаха. В чем причина запаха? Причина запаха в чем-то желании вдыхать этот запах. Понимаете? То есть, другими словами, самая тонкая причина всего мироздания, особенно материального мира, это желание. Желание живого существа жить независимо от Бога. И нет другой причины, почему Господь дает это материальное творение. Причем, если просто задуматься с точки зрения вот это просто проявление Его низшей энергии, вот можете себе представить, вот эти мультивселенные проявления низшей энергии, микрокосмос и макрокосмос. Микрокосмос это, представьте, волос, человеческий волос, сделайте в поперечнике разрез. И волос это самая тонкая субстанция, которая может уловить зрение человека. И вот мы делаем разрез этого волоса, и на этом разрезе находится 300 тысяч атомов. Вы можете себе представить? 300 тысяч атомов. Но если мы возьмем один из этих атомов и просто попытаемся его рассмотреть, под электронным микроскопом, мы увидим, что даже эта внешне, казалось бы, настолько микрочастица, наночастица, там такая мелкая частица, она, оказывается, точно тоже не является элементарной. Там есть протон и нейтрон. И вокруг них крутится это ядро атома, да, состоит из протона и нейтрона. И вокруг этого ядра крутятся электроны, причем не сталкиваясь, с огромнейшей скоростью они крутятся. Но чтобы было больше понятно, что такое вообще электрон, что такое протон, расстояние между электроном и ядром, представьте на секундочку, если атом увеличить до размеров ореха грецкого, то электрон будет находиться от него на расстоянии 16 километров. Вы можете себе представить такое? И вот таких расстояний в срезе волоса 300 тысяч атомов. Вы представляете? И вот это сочетание атомов дает всю палитру этого мира. Такова матрица. Вы понимаете, да? Киану Ривз отдыхает просто. Вот эта матрица, которую создал Господь. И она реально, ее можно понюхать, ее можно потрогать, ее можно пощупать. Но проблема заключается в том, что в зависимости от того, под какой гуной материальной природы мы находимся, так мы и видим эту реальность. Так мы и наблюдаем эту реальность. И почему возникают ссоры, конфликты или еще что-то? Потому что мы видим реальность по-разному. Матрицы, выйти из этой матрицы невозможно, говорит здесь Шрила Прабхупада в комментарии. А почему? Потому что настолько долго мы здесь уже находимся. И он говорит, что даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы из-за длительного соприкосновения с ней. Это вот мы разобрали только микрокосмос, да, а макрокосмос, если брать еще, то есть звезды, в которых могло бы уместиться, которые больше Солнца в 6 миллиардов раз, например. Можете себе представить? Вот такие звезды есть. В Ведах описываются огромные вселенные, где Брахма, творец этой вселенной, у него не 4 головы, как вот по преданиям в нашей вселенной, а миллионы голов. То есть что такое мы здесь вообще? Что это за пылинка такая? И не говоря уже о том, что все это как горчичное зерно на теле Маха Вишну, который спит, вдыхает, выдыхает, потеет от скуки. Вот. И это все просто длится 1 секунду. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Все.
Вот что такое материальное проявление Кришны. Вот что такое. А Махавишну – это лишь части, полной части Шри Кришны. И поэтому прорваться невозможно, из этой матрицы невозможно вырваться. Из-за длительного соприкосновения с ней просто все, даже человек, получивший прекрасное образование, остается рабом материальной природы. Метод сознания Кришны помогает людям вырваться из материального плена, даже если они продолжают выполнять предписанные ведами обязанности сообразно своему положению в материальном мире. То есть, смотрите, получается, что метод сознания Кришны, да, это не какой-то отдельный метод, игнорирующий все остальное, то есть который игнорирует свадхарму. То есть может быть некое заблуждение, что если мы будем практиковать сознание Кришны, мы должны отказаться от собственной природы, мы должны отказаться от свадхармы, мы должны отказаться от всех обязанностей, как Кришна говорит. Кришна говорит: «Сарва дхарма паритяджа, мамыкам шаранам враджа». Он говорит: оставь все виды дхармы и просто предайся мне. И это конечный вывод всех вед, конечный вывод Шримад Бхагавад-гиты. Это так. Но здесь Кришна говорит, что нет смысла игнорировать свою природу. Почему? Потому что душа, которая может предаться, безраздельно предаться, встречается крайне редко. Даже те, кто стремятся к освобождению, из миллионов тех, кто стремятся к знанию, их можно встретить очень редко, 1 на миллион. И дальше представьте, если из этих тысяч, сотен тысяч достигших освобождения, Кришна говорит, вряд ли один сможет постичь меня. Крайне сложно, вообще практически нереально. Поэтому сарва дхарма паритяджа, мамы кам шаранам враджа, мне одному предайся. Все, ничего не бойся, я избавлю тебя от всех последствий твоих грехов. Мне просто предайся. И здесь что значит предаться Кришне? Это значит выполнять его наставления. И здесь он говорит, как раз дает наставление не игнорировать свою природу. Немножко запутанно, да? С одной стороны, он говорит, оставь все виды дхарм. А с другой стороны, он говорит, свадхарму свою не отбрасывай, пожалуйста, иди постепенно. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, до тех пор, пока человек полностью не разовьет в себе сознание Кришны, то есть до тех пор, пока вот это шаранам враджа не придет, шаранам враджа, амэкам, то есть пока одному Кришне мы не сможем предаться, шаранам, шаранагати, да, вот до тех пор, пока человек полностью не разовьет себе сознание Кришны, ему не следует отказываться от своих обязанностей. То есть, другими словами, мы прочитали Бхагавад-гиту, подумали, я не есть это тело, здорово, я душа, я вечная душа, я всю жизнь знал об этом, догадывался, по крайней мере, что я не умру никогда, что я вечен, что я полон знания, блаженства, да, именно я такой, вот, как бы, все сходится, все правильно. Вот, поэтому что? Поэтому все, я самоосознавший себя душа, я теперь уже от Марати, я уже как бы асактаха, я ни к чему не привязан, я не привязан ни к семье, ни к родителям, ни к детям, ни к работе, ни к учебе, ни к чему не привязан. Все, ухожу в монастырь или в Гималай ухожу, и, значит, вот уже сознание Кришны, шаранам враджа, то есть предаюсь одному Кришне предаюсь, да, то есть вот это будет большой ошибкой, потому что здесь Прабхупада как раз, история Кришны говорит, никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Кришна говорит здесь, он употребляет такой термин, как бы серьезный термин, он говорит джнанаван или гьянаван. Гьянаван – это тот, кто постиг истину фактически, то есть очень мудрый человек, гьянаван, то есть тот, кто знает гьяну, то есть знает все шастры и так далее, гьянаван. И вот он говорит, что даже гьянаван, тот, кто уже знаток вед, да, там только одну грамматику постичь нужно 12 лет, это сейчас. Чтобы одну веду постичь еще 12 лет. Вот чатурведи, фактически чатурведи, по-моему, нет таких, кто знает все 4 веды. Но на одну веду 12 лет уходит. Вот грамматика сначала, а потом пошли веды. Вот считайте, 48 лет нужно отдать только чтобы стать браманом чатурведи. А чтобы еще грамматику, там в детские годы, хорошо. Но, в общем, можно предположить, что лет в 70 вот можно стать таким чатурведи. 500 миллионов шлок, можете себе представить. Но он говорит, даже ученый человек, то есть гьянаван, то есть который все 4 веды постиг, поступает сообразно своей природе, не игнорирует ее.
Так, Шрила Прабхупада говорит, поэтому до тех пор, пока человек полностью не разовьет все сознание Кришны, ему не следует отказываться от своих обязанностей. Никто не должен пренебрегать своим долгом и становиться доморощенным йогом. Лучше оставаться на своем месте и стараться развить в себе сознание Кришны под руководством, вот очень важный момент, опытных наставников. Тогда мы сможем вырваться из когтей майи, иллюзорной энергии Кришны. То есть, другими словами, мы остаемся на том месте, на котором есть, развиваем, вернее, следуем своей природе, развиваем свою природу, свадхарму, именно материальную природу, свою гунакарму, да, и при этом практикуем сознание Кришны. И в результате этого, того, что мы не пренебрегаем своей природой, а задействуем ее в служении Кришне, задействуем ее в сознании Кришны, благодаря этому мы и освобождаемся от из этих когтей майи. Что же такое когти майи? Давайте сейчас поподробнее разберем. Гуны веревки. То есть, другими словами, мы здесь связаны и по рукам и ногам. Что значит связаны? Связаны — это означает, мы не можем действовать независимо. Не можем действовать независимо, потому что тот опыт, или точнее причиной тому наш ум. Ум фактически шьет наш будущий костюмчик. То есть ум, то, что сейчас мы имеем, это наш ум. То есть это костюм ума. Вот это тело — это костюм ума. По телу можно определить тонкое состояние человека, то есть его ум и разум можно определить, просто глядя на человека. Можно определить его гуны и, соответственно, все, что из этого следует. Ну, например, Кришна очень подробно объясняет, мы это будем тоже проходить дальше, что ест человек, да, какие для него являются мотивирующим фактором, что является, да, если он человек в гуне невежества, то для него, например, мотивацией к действию является страх. В гуне страсти это значит выгода, в гуне благости, значит, любопытство, знание, поиск знания, да. Вот, соответственно, мы обусловлены гунами, и вот это сочетание гун дает нам представление об этом мире, именно вот это иллюзорное, именно вот наше субъективное представление об этом мире. Именно поэтому наше представление у каждого свое, то есть мы не видим истинной реальности. Мы находимся в матрице, из которой невозможно выбраться. Если помните этот фильм «Матрица», там идея интересная, но там сама реальность оказывается гораздо страшнее, чем вот этот иллюзорный мир. В нашем случае веды говорят, что как раз-то вот этот мир, несмотря на то, что он такой как бы достаточно прекрасный, хороший, и он на самом деле идеальный и совершенный. Несовершенным делаем его мы сами, то есть наше сознание. Вот сейчас немножко наше сознание ограничили, да, нас, так сказать, посадили в клетки, да, как животных просто. И животные стали выходить из клеток, ну, то есть, в смысле, из леса там и так далее. И Гималаи впервые увидели там жители Мумбаи. Вот. И природа стала немножко отдыхать от нас, то есть природа стала восстанавливаться. Говорится, что есть такой фильм BBC, если человек перестанет существовать на Земле, то за 50 лет все восстановится. За 50 лет вся природа, она сама себя восстановит. Все нормально будет. 50, а через 100 лет вообще просто будет все шикарно здесь. Понимаете? Поэтому человек, он является причиной своих мытарств в этом мире. Сам мир совершенен, но наш ум, наше сознание, наша обусловленность гунами материальной природы, она делает этот мир юдолью страданий, обителью смерти, юдолью страданий просто. Вот. Таким образом, что же здесь рекомендуется? Рекомендуется понять свою природу. Мы знаем, что свадхарма или дхарма, предписанная для определенных варн и ашрамов, она соответствует устройству общества дайви варнашами. Как же понять, когда дайви варнашами сейчас не существует в обществе, как понять свою природу? Своя природа, на самом деле это не так сложно. Сейчас множество всяких вот этих, как это называется, там, психологов, психологических вот этих тестов, да, позволяют выявить, кто я, там, флегматик, холерик, сангвиник, я там идеалист или глобалист, или деталист, или еще кто-то и так далее. Но каждый из нас понимает одно, что ему нравится делать и что ему не нравится делать. Это платформа ума.
Бога Тьяга, да, то есть что-то нравится, что-то не нравится. И вот с точки зрения того, как мы уже говорили, что такое гунакарма, если есть какое-то занятие, которое мы готовы выполнять бесплатно, которое просто нам нравится, это означает, в этом направлении, в этом векторе лежит наша природа. Другими словами, Кришна говорит здесь: не отказывайся от выполнения своего долга. Если ты кшатри, ты должен сражаться. Если ты вайши, ты должен продавать. Если ты браман, ты должен обучать. Если ты шудра, ты должен работать. И в этом смысле не нужно отказываться от этого всего. Потому что сознание Кришны или сознание Бога, наука самоосознания, она находится вне всяких гун. То есть, другими словами, это не что-то отдельное, сознание Кришны – это пронизывающее состояние жизни. Другими словами, чтобы вот сейчас в этом разобраться, давайте, мы, помните, говорили о действии, о деятельности, мы говорили о том, кто я, где я и что делать. Что делать? И дальше мы говорили, как делать. И я обещал, что мы разберем 5 составляющих действия, и там одно из составляющих, да, то есть первое, это должно быть поле деятельности, да, то есть тело непосредственно. Должен быть тот деятель, то есть хозяин тела, то есть тот, кто действует. Дальше должны быть инструментарии, это наши чувства, с помощью которых мы действуем. Должен быть что еще? Волевой импульс, чешта. Чешта – это волевой импульс. То есть без волевого импульса нельзя начать деятельность. То есть я хочу, да? А вот дальше пятая составляющая – это кто-то еще должен захотеть. Вот есть какие-то предположения, кто еще должен захотеть? Ну или дать санкцию на наше хотение? Да, прошу, Гран. Кришна в образе Параматмы дает разрешение, санкцию. Да, 100%. Давайте еще раз повторим. Запомнили вот эти 5 составляющих деятельности? Светлана, запомнили? Можете повторить? Ну, давайте попробуем еще. Давайте все вместе еще раз. Итак, мы говорили поле деятельности. Что это? Поле деятельности – это наше тело. Поле деятельности. В этом теле находится тот, кто осознает это тело, да? Хозяин тела. Душа, дживатма, живое существо. Вот уже 2 составляющих есть. Дальше. Третья составляющая – это наш инструментарий. Чем мы действуем? Органами чувств, да, органами чувств. Вдыхаем, то есть у нас нос, уши, даже это не чувство, я неправильно сказал, а органы чувств, именно органы чувств. Нам, чтобы действовать, нам нужно услышать что-то, произнести, увидеть, потрогать и так далее, осязать. То есть вот эти органы чувств, 5 органов чувств, являющиеся, которые соответствуют 5 чувствам. Это 3 составляющая. 4 – чешта, волевой импульс. То есть если у меня есть эти органы чувств, у меня есть тело, есть я в этом теле, но я ничего не хочу, да, вот это вот сбрось апатию, да, и сражайся. Я в апатии просто, нахожусь в апатии, ничего не хочу, нет волевого импульса, то и не будет, собственно говоря, как такового действия не будет. Смотрите, здесь вот это чешта, и 5 мы говорили, 5 это, Светлана, кто? Кришна, Параматма, да, Кришна в образе Параматма, он санкционирует все наши действия. То есть, другими словами, если у нас есть тело, есть я в теле еще, живой, да, живчик, у меня все нормально с органами чувств, все хорошо. Я хочу действовать, все, уже решил, все, с завтрашнего дня супер. Но не будет дана санкция, сможем мы действовать? Не сможем. Нам кажется, что нам только подвластно, так сказать, наше «хочу». Но если у нас отсохнет, не дай бог, рука или нога, то мы не сможем ее поднять, даже если будем очень сильно хотеть. Или если, не дай бог, у нас, процесс дыхания, он происходит спонтанно, мы даже об этом не задумываемся. Но люди, больные коронавирусом, им приходится прикладывать усилия, да, на том уровне, когда как раз уже происходит схлопывание это. Да, происходит осознанное дыхание необходимо, или даже подключить аппарат вентиляции легких необходимо. То есть не будет санкций, мы не сможем даже дышать. Поэтому Параматма, 5 импульс, 5 составляющая. Здесь, смотрите, помните, мы в санскрит, когда читали, здесь мы говорим,
Садришам чештаты свасьяха. Вот. Чештаты. Пытается. Чешта – это волевой импульс. И вот теперь я немножко хотел бы вот разобрать вот этот, именно чешту, волевой импульс. Почему? Потому что это самая важная вещь или это самый важный ключ для того, чтобы вырваться из матрицы. Мы сегодня озаглавили нашу беседу «Как вырваться из матрицы». Так вот, будьте внимательны, кому очень интересно, как вырваться из этой матрицы, из когтей Майи, каким образом вырваться. Чешта, волевой импульс, именно на этом этапе, потому что есть несколько этапов, да, сначала приходит как бы идея, да, потом мы начинаем планировать, да, и вот после того, как мы спланировали все, нужен волевой импульс, чтобы начать действовать. И вот здесь как раз чешта или волевой импульс, или вот это старание, да, вектор направления старания, он и будет ключевым для того, чтобы нам отсюда вырваться, либо уйти вниз еще ниже. Знаете почему? Потому что чешта, она определяется мотивом, мотивацией действий. Вот мотивация действий или намерение действий – это самое важное в науке сознания Кришны, мотивация действий. То есть, другими словами, если, к примеру, мы, давайте представим, вот если мы действуем, все что угодно делаем и так далее, но на уровне, даже если мы какую-то материальную деятельность решили исполнить, там, я не знаю, учимся поступить в институт или найти хорошую работу, чтобы хорошо зарабатывать, там, я не знаю, или приготовить поесть, мы решили, да, вроде такая как бы, это же материальная деятельность, да. Если на уровне волевого импульса мы посвятим это действие Кришне, превратим его в ягью, то есть мы как бы изменим мотив не для себя, а для тебя, Кришна, идам Кришна, идам намама, то, о чем мы говорили, любое действие должно быть посвящено мне. Посвяти мне, говорит Кришна в 30 стихе, все свои действия. И вот этот вопрос решается на уровне чешты. Неважно, что я буду делать, сражаться, убивать, обучать, лечить, писать письма, зарабатывать деньги, воспитывать детей, есть просад, заниматься сексом, в конце концов даже пить водку, да, как вот Шрила Прабхупада, помните, он сказал одному пьянице, говорит, ладно, говорит, понятно, тебе сложно, но хорошо, по крайней мере, каждый раз, когда ты будешь усугублять, помни о том, что Кришна говорит, я вкус воды, поскольку водка состоит из воды, вспоминай об этом, я вкус воды. И даже в этом случае, простите за натурализм, испорожнение кишечника может стать чистым, преданным служением, если на уровне чешты мы реально посвятим это Кришне. Понимаете, да? То есть, другими словами, деятельность, как назад, если мы откатимся немножко, да, и прочитаем вот эти стихи о том, что действуют и те, и другие, и татва-вид действует, и даже Кришна действует, и действует, исполняя свой долг. Но мотивация действия преданных и мотивация действия мудх разные, абсолютно разные, хотя действие может быть одно. Сейчас я попробую вот найти этот стих, да. Те, кто поклоняется с моим постам, погружается в материальную деятельность, к ней, однако мудрец не должен. Чтобы не вносить смятение в умы невежд, привязанных к плодам своего труда, мудрец не должен... Так, нет, еще раньше, по всей видимости, он говорит. Невежды выполняют предписанные им обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, это стих 25, глава 3, невежды выполняют предписанные обязанности, стремясь к плодам своего труда, тогда как тот, кто обладает совершенным знанием, должен делать то же самое не ради корысти, а для того, чтобы направить людей на истинный путь. То есть мотивация преданного, она совершенно иная. И вот на уровне, вернее, на этом этапе чешты, да, когда мы проявляем волевой импульс,
Даже если нам захотелось сделать какое-то материальное действие, мы захотели наслаждать чувства, ну, в конце концов, там, я не знаю, ну, там, ну, выпить кофе, попить шоколадку, съесть шоколад или еще что-то. И если нам найдется такая мотивация, которая сможет удовлетворить Кришну, вот именно, вот это чешта, то это может быть приравнено даже к чистому преданному служению. А, Пример, ну, такой грубый, очень грубый пример. По-моему, Пурушоттам Гуран Прабху, вот вы, по-моему, тоже как раз имели в виду что-то похожее, вот когда говорили о том, что вот при воспевании святого имени мы иногда вот должны опираться на эту, пусть материальную, но эмоцию, да, когда, казалось бы, это вроде бы, ну, материальная эмоция, но тем не менее она дает нам возможность привязываться, пусть даже еще не совсем как бы вот по-настоящему к святому имени. И здесь вот этот пример, ну, скажем, там, с шоколадкой, да, кришнаиты не едят шоколад, вот. Ну, не все кришнаиты, но, как правило, кришнаиты стараются не есть шоколад. Но, к примеру, вот кому-то захотелось съесть шоколад. Он понимает, что, ну, как бы некий такой вот компромисс с чувствами. Как на уровне чешты, на волевого импульса, как можно изменить свою мотивацию? Давайте вот поговорим, чтобы не я говорил. Как вы считаете, каким образом можно изменить мотивацию на уровне чешты, чтобы это стало, ну, если не чистым преданным служением, то преданным служением? Какие есть идеи? Ну, то есть, чтобы понять вообще, о чем мы говорим сейчас, да? Ага, да, Пушан. Есть вариант, я не знаю, подойдет он. Я об этом никогда не думал, но вообще реально можно Кришне шоколад предлагать или нет? Мгм. Скажу так, когда я его ел, я предлагал Кришне шоколад. Это уже что-то, да, это уже что-то. Так, первая версия. Можно предложить шоколад Кришне. Неплохо. Еще что есть? Еще какие версии есть? Что еще можно на уровне чешты, как можно еще изменить свою мотивацию? Потому что иногда, то есть смотрите, даже здесь мы еще не можем понять до мотивации. То есть я решил предложить Кришне для чего? Для того, чтобы не вкушать только грех? То есть я как бы использую Кришну как машину по освещению, так сказать, пищи, что ли, да? Превращение пищи из бхоги в прасад? То есть это тоже может, ну, как бы такой тонкий момент. А вот что еще? Вот, то есть мотивация, именно вот самую тонкую вещь. Да, Светлана, ага. Удовлетворение Кришны. Но Так, а как мы можем удовлетворить Кришну именно вот съев шоколад? Интересно, как мы можем удовлетворить? Нет, это правильно вы сказали. То есть мотивация должна быть такая, удовлетворить Кришну. Но как мы можем удовлетворить Кришну, съев шоколад? Харе Кришна. Хари Кришна. Сказав Хари Кришна можем, например, да? Хари Кришна и съесть шоколад. Хорошо. И еще, Наталья, как вы думаете? Ребенку можешь подарить шоколадку. Вместо того, чтобы съесть, просто предложить Кришне и подарить ребенку, да? Да. А самому не есть. Так, тоже неплохая вещь. Кришна это 100% оценит. Он скажет, блин, вот это да, он так любит шоколад, но взял, отказался ради меня, ради того, чтобы удовлетворить меня, отказался от шоколада. Крутая вещь, тоже здорово. А еще, Пурушоттам Гуран Прабху? Ну, есть вариант просто попросить прощения, сказать, вот не могу справиться со своими чувствами, вот сейчас я это съем, пожалуйста, сделай так, чтобы, ну, в следующий раз у меня вот эта привязанность, она ушла. Да, да, браво, браво. Очень чувствуете, да? Чувствуете отношения? Отношения рождаются с Кришной. То есть мы должны делать через отношения это все. Это очень важный момент, потому что Кришна, он личность, и он ценит отношения. И если мы подходим и говорим, ну, Кришна, вот, ну просто, ну благослови, ну плюнь хотя бы сюда. Я помню, как однажды мой Вартмана Прадакшика гуру, благодаря которому я как бы вот встал на путь духовной практики, он такую вещь мне сказал, которая меня вообще, знаете, сильно вот, так сказать, обескуражила, потому что я был без году недели. Он мне сказал, ты знаешь что, ну ты если ешь, конечно, вот это все там еще,
но ты все равно, говорит, предлагай все равно Кришне пищу вот эту. Он даже, и дальше была фраза, которая меня просто вот снесла мне мозг. Говорит, он даже если не поест, он плюнет туда. Я просто, ну, здравствуйте, ну вот это да, вот это хорошо. Я ему предлагаю еду, он туда плюет. Вот так очень сильно он меня, так сказать, обескураживал такими вот вещами. Но это рождает отношения, это порождает отношения. Это когда мы говорим, Кришна, пожалуйста, я знаю точно, что это успокоит мой ум, и я нормально могу продолжить служение. Сейчас мой ум занят не тобой, сейчас мой ум занят чем-то другим. Я не знаю, пожалуйста, если тебе это так неприятно, ну сделай так, чтобы я прям, ну я не знаю, прямо сейчас вот точно перестал есть этот шоколад. Либо позволь мне съесть эту шоколадку, и все, и мой ум успокоится, я начну... Ну, потому что шоколад, там, видите, там есть серотин, есть вот этот гормон счастья. Поэтому иногда человек, он, ну, как бы черпает еще в этой иллюзорной энергии. Но если он обращается к Кришне, все равно и говорит, я не могу тебе этот шоколад предложить. Сможешь, ну, прими, чтобы я не вкушал грех. Не сможешь, плюнь, пожалуйста. Ну, или что-нибудь сделай. Посмотри на него. Я исправлюсь, я смогу. Это вот одна история замечательная была, можно было ее подготовить. Кришна, есть божество Кришны в одном штате в Индии, которому предлагают, по-моему, ежедневно кальян. Кальян, представляете? Кальян предлагают ему. А почему предлагают кальян? Такова традиция возникла от того, что там жил один, ну, там целая семья была, да, поклонялась, которая Кришне, и один старый-старый такой аксакал, он всегда курил кальян. Но у него были очень такие, знаете, теплые отношения с Кришной. Он ему иногда, когда никто не видел, он ему давал кальян, предлагал божеству. Представляете, так. И однажды его сноха увидела, она сказала, что ты делаешь, убери свою грязную соску от моего Господа. И там вот такие отношения были, они вот там... Потом он умер. Он умер, но там какая-то история, она смешная очень была на самом деле. Этот кальян куда-то выбросили, в общем. Но однажды его увидели, как кальян на алтаре стоит. В общем, кто-то ему все равно, Кришне стал предлагать кальян опять. И Кришна, принимая не столько, сколько любовь эту, вот эту любовь, такую непосредственную детскую любовь, он нарушает любые правила и предписания, это отношения. Помните историю нет, не Сакши Гопал, а божество, у которого в руках ладу. Пурушоттама Гауранга наверняка знает эту историю. Я ее быстро расскажу, чтобы нам понять, что такое отношение с Верховным Господом, что такое бхакти, и что такое чешта на самом деле, да, насколько она важна. В одной семье поклонялись Гопалу, и по всем правилам, предписаниям, там вот также приносили на алтарь блюда какие-то, все, и, естественно, предлагали все Кришне. И однажды папа уехал в город на рынок, возможно, или куда-то там. Уехал, и он поручил своему маленькому сыну кормить Гопала. Мама будет готовить, а ты приноси, предлагай. Дал ему специальные мантры, ну и сказал, ну не специальные мантры, даже сказал, что вот просто попроси его принять, чтобы он поел, покушал. А когда покушает, соответственно, уже можем мы кушать тогда. Но до того, пока Кришна не поест, мы не можем есть. Мы не будем кушать. И маленький мальчик, вот этому было лет 5 или 6, он взял у мамы завтрак Кришнин, там были ладу, сладости какие-то еще, манговые сладости, он принес и стал просить Гопала. Гопал, прими, пожалуйста, это скромное подношение, которое приготовила мама. Вот, она готовит очень вкусно, я знаю, пожалуйста, прими это. И стал ждать. Но он увидел, что ладу на месте. Кришна, он как стоял на алтаре, так и продолжал стоять. И маленький мальчик, он немножко расстроился. Сказал, Кришна, я знаю, я еще маленький, обычно папа тебя кормит, но, пожалуйста, папа мне сказал, чтобы я тебя накормил, и я не хочу, чтобы ты был голодный, иначе мы останемся голодными, мы не будем есть, пока ты не поешь. Пожалуйста, возьми, поешь. И вот он начал доставать Гопала, доставать божество, пожалуйста, поешь. Начал плакать, начал просто уже расстраиваться. И Гопалу ничего не осталось делать, как нарушить свою вот эту арча-виграху, да, арча-виграха, или форма божества. У нее есть одно правило, оно не разговаривает и не ходит. Вот. Но иногда Кришна ради своих преданных, он даже нарушает эти правила. То есть он становится подвижным и разговаривающим. Есть такие истории, очень много. Есть целый цикл лекций «Игры божеств». Может быть, мы как-нибудь
такой цикл проведем, вечерами будем обсуждать игры божеств. И тогда, когда Гопал поел, значит, там пустая тарелка, мальчик заставил все съесть, вот. И, он был чуть помладше Беста. Бесту сколько, 10? Бест, сколько тебе? 12. 12 уже, ох. В общем, был в 2 раза меньше тебя, паренек. Вот заставил Гопала съесть все и принес пустую тарелку маме. Мама сказала: а где просад? Сказала: Гопал все съел. Как? Да нет, ты обманываешь. Гопал, он не так много ест. Нет, он съел все, мама, я честно говорю тебе. Вот, мама еще приготовила. И то же самое повторилась история. Гопал уже не знал, что делать. И он его так умоляет, ребенок, все со слезами на глазах. И Гопал съел и второе блюдо. Все. И когда приехал отец, мама пожаловалась. Она говорит: ты знаешь, твой сын, я не знаю, наверное, еще не дорос, чтобы вот как-то такие серьезные поручения ему давать, потому что, похоже, он все съедает сам. И папа, значит, естественно, подошел к сыну и сказал: что случилось? Почему, сынок, ты вот все съедаешь? Он говорит: папа, я ничего не ел. Ты просил меня накормить Гопала, и он все съел. Я попросил, он, конечно, вначале не хотел есть, но я настоял. Я его заставил, он все съел. Вот, и первый, второй, и третий, так сказать, он все съел. И тогда папа, ребенок, что ж, говорит: ладно, давай мы проверим. Он решил его проверить. И он попросил жену еще там приготовить что-то. Он дал Гопалу сладости, вернее, дал сыну вот этот подносик. Сын пошел в алтарную, поставил перед Гопалом. Гопал уже все, он был сыт по уши, он уже все, он не хотел есть. И более того, вернулся отец, и любое, так сказать, движение его на алтаре, оно было бы воспринято не совсем адекватно. И он все стоял как вкопанный. А отец спрятался. Отец спрятался, решив посмотреть, правду ли говорит сын. Он не сомневался, что сын не говорит неправду, но ему нужно было в этом убедиться. Тогда не было еще скрытых видеокамер, и поэтому он как-то там подсматривал сквозь щелочку. И сын опять стал упрашивать Гопала: что же такое, Гопал, почему мне приходится тебя просить постоянно? Пожалуйста, съешь эти ладу, съешь. И Гопал, он сошел с алтаря и стал есть эти ладу. Представляете, какое удивление было в глазах отца, взрослого отца, который за все свои, не знаю, сколько 40-50 лет, он ни разу не видел движущегося божества, который к тому же еще ест ладу. И он просто в истерике с поднятыми от страха или экстаза волосами, дыбом, просто он вскочил в алтарную и закричал: Гопал ест, Гопал ест, Гопал ест. Жена прибежала, и Гопал с испугу, он просто заскочил опять на алтарь. Но поскольку он был напуган очень сильно, у него в руке осталась ладу. То есть он спалился конкретно, и вот эта ладу до сих пор находится у божества в руке, вот эта ладу. Оно окаменело уже, конечно же, да. Но вот такая история. То есть, другими словами, если мы развиваем отношения с Кришной, это означает, что да, мы можем, не строго следовать еще всему. У нас нет сил еще. Но на уровне волевого импульса мы хотим удовлетворить Кришну и думаем, как это сделать, каким образом это сделать. И это не то, чтобы сейчас мы следуем своей свадхарме, а вот 2 часа, да, или 3 часа, а потом мы будем следовать сознанию Кришны. Нет. Свадхарма, она полностью, наша природа должна быть задействована в сознании Кришны. Каким образом? Через желание удовлетворить Кришну. К примеру, мы любим говорить. Почему бы не говорить о Кришне? Мы все любим есть, но почему бы не вкушать тогда только Кришна прасад? Мы любим танцевать, посмотрите, все танцуют, да, в этом мире. Все танцуют. Но почему бы не танцевать в киртане? Перед божеством. В чем проблема? Почему нет? Мы любим петь. Почему бы не петь святые имена? Мы любим читать, мы любим смотреть фильмы, мы любим каким-то образом загружать свой ум, свой мозг. Но почему бы не загрузить его сознанием Кришны? Почему бы не... Мы следуем в какие-то фан-клубы, вступаем, но у нас есть кумир, у каждого практически есть кумир. Но почему не сделать своим кумиром Кришну? Как Шрила Прабхупада, беседуя с Котовским, профессором Котовским, он говорил: смотрите, человек не может не поклоняться. Просто вы выбрали объектом поклонения Ленина, а мы Кришну. Посмотрите, какая разница. Кришна – верховная личность Бога, но кто такой Ленин? Ленин, все, он уже, так сказать, мертв. Лежит, все, вот одно тело. Какой смысл? Таким образом, мы любим что-то делать, и нам что-то нравится делать.
И вот это что-то нравится делать, это в соответствии с нашей гуна-кармой, становится нашей свадхармой. Да? И вот эта наша свадхарма, она должна быть задействована в служении Кришне. Более того, в служении Кришне даже могут быть задействованы даже наши анархи. Например, кто-то стремится к славе и почести. Хорошо? Почему бы не использовать это в служении Богу? Почему бы, не собирая огромные аудитории, не рассказывать им о Кришне? Собирая огромные, там, я не знаю, количество просмотров, лайков и всего остального, да, и теша свое каким-то образом эго, не использовать это в служении Кришне, не подносить ему на алтарь свое эго, свое ложное эго. Другими словами, в служении Кришне можно использовать все. Ум, разум, тело, чувства, за исключением лишь одного – зависти. Поэтому Кришна говорит здесь: откажись, вернее, не откажись, а те, кто отвергают мои наставления из зависти, никогда не достигнут. Вот это вот как бы один важный момент. Зависть к Богу. Зависть к Богу дисквалифицирует дживатму, в принципе дисквалифицирует как претендента на возвращение назад домой к Богу. Вот, таким образом мы разобрали немножко, я подведу итог. Здесь Кришна в этом стихе говорит о том, что сознание Кришны – это не что-то отвлеченное. Пока мы следуем процессу сознания Кришны, пока мы станем четасаха, да, четасаха. Вчера мы говорили, кто такой ачетаса, то есть в бессознательном состоянии. И вот из этого бессознательного состояния душкритинах, нужно нам перейти и перевести других, выздороветь самим и излечить других в состоянии четаса, в сознании Кришны. И этот путь не путь доморощенного йога, как говорит Шрила Прабхупада. Это не путь отречения, не путь вайрагии. Это путь юкта вайрагии, когда свою природу мы задействуем в служении Кришне. И самым важным здесь является аспектом, да, из этих 5, так сказать, составляющих действия, потому что то есть сознание Кришны формируется, то есть что такое сознание Кришны? Сейчас я этот алгоритм проведу, и вы просто запомните, да? Сознание Кришны – это чистое сердце. Чистое сердце – это означает духовная культура, культура любви и доверия. Это означает желания, бескорыстные желания, которые совпадают с желанием Бога, желание ничего себе любовь. Вот эти желания, они порождаются нашей культурой, нашей духовной культурой. Но наша культура формируется в результате или является проявлением, точнее, нашего характера, наших внутренних качеств. А внутренние качества, вот этот характер, он формируется из привычек. То есть наши привычки являются как бы причиной нашего характера. А наши привычки, они как раз являются следствием наших поступков. И вот эти поступки как раз, да, они состоят из этих 5 действий. А вот чем продиктованы наши поступки? Да? То есть у нас есть тело, поле деятельности, есть я, действующий, как бы, есть, понятно, параматма, есть органы чувств, но есть еще чешта, волевой импульс, который определяет как раз наш мотив, наше желание, ради чего мы действуем, ради кого, точнее, мы действуем, ради себя или ради Кришны. Понимаете, да? Это может, на первом этапе даже несколько не состыковываться, как можно курить кальян ради Кришны, к примеру. А как можно выпить водку ради Кришны? Я вам приведу простой пример. Все смотрели фильм, до какой-то степени эта аналогия будет вам понятна. Все смотрели фильм «Судьба человека» с Бондарчуком про войну, где он попал в концлагерь, и в концлагере, значит, однажды его вызвали там офицеры немецкие и сказали, что-то там задали ему какие-то вопросы, он держал себя очень. Он говорит, хорошо, и налили ему стакан водки и сказали, выпей за победу Великой Германии в этой войне. И он сказал, я не буду пить за это. И тогда ему задали вопрос, хорошо, выпей тогда за твою легкую смерть и за избавление от смерти. В смысле, за легкую смерть, чтобы ты умер легко, как бы, не мучаясь. И тогда он взял стакан и выпил. Но на самом деле, да, вот дальше самое интересное развитие событий будет. Ему протянули там, что-то там,
какую-то закуску, хлеб, там еще что-то и так далее. И помните, он сказал, ну, это известная вещь, после первой не закусываю. Может быть, кто-то вот сейчас по этой фразе вспомнит этот фильм. «Судьба человека» называется фильм. Бондарчук, он и режиссер был, по-моему, и не Федор, отец его. Потому что мы знаем больше Федора уже, Бондарчука, а отец. Великий актер и режиссер. «Судьба человека». Всем советую, ну, сейчас, если будет время, можно будет посмотреть именно в сознании Кришны, именно с целью удовлетворить Кришну, именно с этой чештой. И тогда он говорит, после первой не закусываю. И офицер наливает ему вторую стакан, такой граненый доверху прям. И он берет. А представляете, что такое вообще натощак, потому что они там, ну, они слабые все. Это концлагерь. Слабые, измотанные вот этим трудом, голодные. И ему стакан водки, да, потом второй стакан, говорят, дают. Ну, хорошо, после первой не закусываешь, пей еще. И он выпивает второй стакан. И дальше пошло, смотрите что. Он протягивает опять, ему офицер протягивает. Ну, ешь? Он говорит, я после второй тоже не закусываю. Нормально, да? Вот это русский человек. И дальше, понимаете, он не пьет за свое освобождение. Он не пьет за свою легкую смерть. Он не пьет за Германию, там, за победу Германии. А за что он пьет? Ну-ка, скажите мне. Почему он пьет? Включайте микрофоны, ребят. Ну что, это как это? Включайте, хоть вас будут иногда на экране показывать. За что он пьет? В чем его мотивация? Вот эта чешта, да? Какие есть версии? Ну, неважно. Да, Светлана. Пуршот Гуранга. Нет версий, да? За что же он пьет? Он пьет, чтобы показать силу духа русского человека, русского воина. Чтобы немецкий офицер, увидев это, понял, что никогда они не смогут победить такого. Ну, то есть сила духа тогда вот так вот проявлялась, да? То есть это может быть, ну, вы знаете, я бы даже не сказал, что это какая-то гуна невежества. Здесь вот это уровень патриотизма, это на самом деле уровень бескорыстной любви, но бескорыстной любви к родине. Бескорыстной любви не к Богу, может быть, еще, но к родине, да, то есть как бы к проявлению Бога, то есть к земле, к своим собратьям, там, по оружию и так далее. И он выпивает второй и говорит, я после второй тоже не закусываю. Нормально? Ему наливают третий стакан, огромный стакан, вот этот граненый, это уже 600 грамм, представляете, водки на голодный желудок. Мы обычно не обсуждаем на классах по Бхагавад-гите такие темы, да, про водку. Но, тем не менее, я привожу этот пример просто для того, чтобы понять, как это влияет. И он выпивает третий стакан. После этого он берет маленький кусочек хлеба и просто нюхает его. Вот так вот нюхает и все, и кладет на место. И офицеры, они просто выпали все. Понимаете, да? То есть вот эта его мотивация не была напиться там или вот немножко забыться, или действительно выпить от страха за свою смерть, что сейчас его расстреляют уже, или еще что-то. Он знал, что это будет, что будет. То есть он показывал силу духа русского воина, как бы, да. И ему надавали хлеба, там много-много-много хлеба. Он принес этот хлеб, сказал, поделите на всех поровну, и упал. Вот, то есть, другими словами, ну, как некая аналогия, мы можем показать, что даже распитие спиртных напитков в каких-то случаях может являться преданным служением. Была история, когда в 80-е годы преданных сажали за, ну, просто вот по формальному признаку, за умышленное нанесение вреда своему организму путем вегетарианства. Ну, какие-то вот такие были темы. В общем, за вегетарианство их сажали. На самом деле подоплека была другая. Там же в комментариях Шрила Прабхупада очень там про СССР, про коммунизм, он не очень лестно отзывается. Ну и вообще, это же вообще кто такой Бог и в чем здесь Бог, если мы живем в коммунистическом обществе. В общем, преданных сажали. И однажды пришли сотрудники КГБ, пришли там не в офис, а, в общем, на квартиру, по-моему. Ну, то место, где вот поклонялись преданные. Я же сейчас не помню, как преданного этого звали. Там их было двое. Они пришли и сказали, ну что, где у вас тут
Бхагавад-гиты, где у вас то? Он говорит, да не, вы перепутали, мы вообще, так сказать, к этому не имеем отношения. И, значит, они-то знают, что они не пьют. И они пришли, эти КГБшники пришли с водкой. И они налили по рюмке и говорят, ну, давайте проверим, кришнаиты вы или нет. Вот, и, значит, по рюмке им дали. И преданные думают, ну, что делать? Надо как бы выжить. Если мы сейчас уйдем в тюрьму, ну, очень... И проповедь ну, как бы остановится, и распространение книг, ну, тогда подпольно еще остановится. А это были лидеры. И преданные останутся без лидерства. И, в общем, они по стопке хлоп выпили. И те так смотрят, ну, да, наверное, не кришнаиты. Ну, в общем, они еще что-то посидели с ними, пообщались, поговорили, убедились полностью, что те не кришнаиты. И стали уходить, и сказали, ну, ладно, все, счастливо, пока, до свидания. И тут наши преданные, они по привычке сложили руки и сказали, Хари Кришна. Да, вот. Ну, там печальная, ну, то есть не печальная история, но их посадили, да, в результате их посадили. Но идея, то есть я привел этот пример для того, что иногда даже, даже распитие спиртных напитков может являться преданным служением. Мотивация, важна мотивация. Помните историю, я немножко уже сейчас перешкалил со временем. Я последнюю историю расскажу, как раз о чеште, намерениях. У Драупади было 5 мужей. И когда пандавы, 5 пандавов пришли вместе с Драупади, со своей женой, вернулись из леса, из изгнания, вернулись уже в царство, то Дритараштра, и не только Дритараштра, даже Бхишма, они не поняли вообще, что это такое происходит. Это невидимое. Ну, понятно, что у одного мужа может быть много жен. И то, если ты кшатрий, если у тебя есть возможность содержать их. Но чтобы у одной женщины было 5 мужей, такое было не видано. И Дритараштра, он стал, так сказать, порицать пандавов. Он просто отчитывал их как мальчишек вообще. И Хишма тогда тоже, он сказал, это просто какая-то проституция. Что вы делаете? Вы позорите род Куру. Никогда такого не было в роду Куру, чтобы вот так вот бесстыдно вели себя потомки, царевичи фактически. И Юдхиштхира, сложив руки смиренно в намаскаре, он обратился к Дритараштре и сказал, отец, обратился к нему как к отцу, сказал, отец, пожалуйста, могу я задать тебе один вопрос? И Дритараштра, не хотел слушать, но все-таки сказал, да, хорошо. И Бхишма стал слушать тоже. Сказал, перед любым поступком следует намерение. Но почему ты не спросил меня о намерении? Почему ты стал сразу обвинять меня? Почему ты не спросил меня о намерении поступка? Помните, когда вот в Шримад Бхагаватам описывается Махараджа Парикшит, когда увидел Кали, который подрубает ноги быку, и уже 3 подрубил. Казалось бы, тут все очевидно. И Парикшит, он достал меч, чтобы наказать вот этого Шудру, который был цветом, кожа его была темная, но он выглядел как царь. И он занес меч, но прежде чем отрубить ему голову, он задал вопрос. Он не просто, несмотря на то, что все было очевидно, он задал вопрос, что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Зачем ты, так сказать, издеваешься над животным? Потом задал вопрос быку, и он понял, что бык – это дхарма сам, потому по ответу его. Но он, то есть не начал сразу рубить с плеча, что называется, он разобрался. И это важно, потому что тогда разбирались в намерениях, почему ты это делаешь, зачем ты это делаешь, на каком основании ты это делаешь, с каким мотивом ты это делаешь. И вот Юдхиштхира, он сказал, почему ты не спросил меня о намерении, не спросил нас о намерениях, с каким намерением мы, вот это делали. Почему ты сразу оценил поступок, но не намерение? Вот. И тогда вы помните, что даже у Бхишмы, когда он пошел поклоняться Ганге, даже Ганга не приняла воду. Она зависла так вот в воздухе, вот эта вода. И Бхишма не мог понять, почему это произошло. Потому что он совершил оскорбление. Бхишма и Дритараштра совершили оскорбление. Вот, поэтому чешт очень важный аспект. Итак, мы уже перебрали время. Сегодня, по-моему, санга, да, еще будет? Да, санга. Хорошо, давайте тогда сегодня мы без вопросов уже. Вот, или смотрите, можно
плавно перетечь в сангу, можно просто сейчас закончить эту сессию и позже уже, так сказать, пообщаться более свободно на санге. Хорошо, тогда, если вдруг есть еще какие-то вопросы по этой теме, мы все равно же, видите, мы идем с повторением стихов, возвращаемся все равно на шаг назад, на два назад. Вот, и так что, если что, будут вопросы, задавайте. А я хочу спросить, сегодня кто-то к этому стиху готовился? Да, Пуршот Гуран Прабhu. Может быть, тогда давайте, это было бы неправильно и нечестно. Можно вас попросить все-таки какие-то дополнения, и поделитесь вашей медитацией по этому стиху, это будет самое правильное. Я вас очень прошу, давайте. Прям недолго мы сможем. Поделитесь. Хорошо, спасибо, Виктором. Попробую. В принципе, все, самую суть вы сказали. Я, когда сегодня просто думал, это действительно очень важный момент для того, чтобы ум был спокоен и можно было практиковать вообще служение и вообще свою духовную жизнь, практику. Оказалось, что очень важно задействовать свою природу правильно. Вот. И для этого как раз-таки здесь описывается, что для того, чтобы это сделать, необходимы старший, необходим наставник, потому что мы не можем иногда сами это сделать правильно, либо делаем это некачественно. Поэтому, чтобы никто не страдал, и мы сами не страдали, то есть мы должны обратиться к старшим, и они должны помочь нам построить всю нашу жизнь, потому что мы не видим, в каких мы гунах, а со стороны это видно. Они должны нам сказать, в диалоге и в общении, и в наблюдении за нами, то есть какой деятельностью мы должны заниматься именно там по работе, что для нас ближе, какой у нас ашрам должен быть, то есть должны мы сейчас, например, учиться или больше, например, уже смотреть на семейную жизнь. Соответственно, мы должны понять даже, как мы отдыхаем. Даже есть такие моменты, что мы должны есть, когда мы должны есть, каким даже спортом заниматься, как отдыхать. То есть вот эти все мелкие вопросы, они, знаете, как подготовительные к духовной практике. Если их правильно все сделать, то тогда, соответственно, опытный наставник, он может настроить это, знаете, как инструмент, настроить тело и ум преданного так, чтобы он его не беспокоил. И тогда, когда ум спокоен, он получает от этого удовлетворение, от того, что энергия, которая есть уже, она на эту жизнь есть энергия, для того, чтобы реализовать карму, эта энергия не подавляется, она расходуется, соответственно, у него, скажем так, не возникает всяких блоков там и прочих энергетических. Соответственно, он расслаблен, тело расслаблено, ум расслаблен. И когда вот это есть, то тогда человек очень спокойно, у него есть время и возможности для того, чтобы заниматься именно духовной практикой, заниматься служением, и его ничто не отвлекает. И здесь обратная ситуация. Если он занимается, и его что-то начинает беспокоить, ум или тело, он понимает, так, что-то не то, опять же, либо анализирует, либо обращается для того, чтобы что-то подкорректировать, потому что со временем надо постоянно корректировать. То есть вот этот баланс, который позволяет заниматься духовной практикой, он очень такой, живой, он очень гибкий, его надо постоянно корректировать. Особенно если практика интенсивная, то что-то происходит, постоянно гуны меняются, карма меняется, какие-то ситуации меняются в жизни у человека. То есть ее надо постоянно корректировать и поддерживать этот баланс. Опять же, для чего? Не для того, чтобы он расслаблялся или получал чувственное удовольствие. Нет, а для того, чтобы это был фундамент для духовной практики. Вот то, что хотел сказать. Харе Кришна. Да. Спасибо большое. Очень такое, ценное дополнение. И сам Арджуна, он принимает в качестве наставника своего духовного учителя Кришну и говорит: я Шишья, предавшийся тебе ученик, наставляй меня.
Вот. Мы дальше еще будем разбирать эту тоже тему, да, почему именно вот необходимо обращаться к наставнику. И спасибо большое за важное очень дополнение. Хорошо, спасибо. На этом тогда мы все заканчиваем. Всем хорошего вечера, хорошего общения. Я стараюсь сейчас, по крайней мере, по пути, пока буду идти, оставаться в Санге. Сейчас тоже, может быть, Сергей, правда, не дождался, отошел. Сейчас надо его будет позвать. Вот. И все, всего доброго. До завтра тогда. Завтра, кстати, большой праздник. Нарисимха Четурдаши. Завтра ждем вас на Шримад Бхагаватам всех. А в 12, по-моему, в 12 или в 13:00 мы постараемся сделать ретрансляцию в наш Zoom лекции, которые будет давать, праздничные лекции, которые будет давать Бхакти Вигьяна Госвами Махарадж. То есть либо вот в зуме, чтобы, ну, знаете, так, ощущать тепло сердец, не просто в трансляции отдельно смотреть где-то, да, а вот прям в зум попробуем сделать это. Если качественно получится, то будем там смотреть, глядеть друг на друга, что-то даже обсуждать можем, вот, и сделаем такой рестриминг вот в наш зум. Но завтра я скажу точно в какое время. Ладно, всего доброго, с наступающим праздником.